друзья! Все, кто попал на мою страничку. Сейчас хочу показать. Вот. Все, начинаю трансляцию. Сегодня у нас 11 июня 2022 год. Лето. На градуснике сейчас 35 градусов по Цельсию. Ветерок. Легкий такой ветерок. Поэтому пока еще не очень жарко. Но лето вошло в свои права. Сейчас буду калину я вам показываю. Я сейчас буду формировать крону. Здесь есть немного веток, которые вышли за рамки. Поэтому мы их обрежем и сделаем красивую калину. Все, что лишнее выбилось, обрезаем. У нас получится красивая круглая крона, только на высоту вытянутой руки. Выше не делаю, вот сюда достаю, поэтому так и обрезаю. Выше мне не надо. Получается красивый куст. Все лишнее подстригаем, делаем ему красивую прическу. Хочу сказать еще о погоде. Прекрасное лето, чистое небо, тучек не видно, даже ласковых. Поэтому ждем жару. Калина любит расти возле воды, но у нас здесь стоит бассейн. Это меня спросили, чем мы чистим бассейн. Мы добавляем сюда H2O2, перекись водорода. И вот получается круглый, красивая круглая крона. Еще одну последнюю веточку немножко запустила. Так, мы смотрим издалека. Смотрим издалека. Красивая круглая крона получилась. И уже есть ягодки калины. У нас возле бассейна очень много слетается пчел. Рядом сосед имеет пасеку. Несмотря на то, что у нас очень маленькие дворики, по 5 сотых каждому вместе со строением. Поэтому, я считаю, что пчел заводить, улик заводить здесь, это не думать о других. Конечно же, легче завести у себя дома пчел, и они летят везде, садятся, они пьют воду. Я не против, чтобы они пили воду, но они могут же и нас покусать. Вот такое. Но есть такие люди, которые не думают о других. Спасибо большое, друзья, что поддерживаете мой канал. Спасибо, Нелечка, тебе за то. Я прочитала сегодня твои сообщения. Пиши мне на канале. Спасибо, что просматриваете. Еще раз показываю вам клубнику. Рядом чеснок у нас растет. Эта клубника не заболела. Радует то, что прекрасные ягодки. Несмотря на то, что мы абсолютно не видим.
как земляника. Чеснок уже пора стрелки обрезать, обрывать. Там я писала вам, мы когда обрываем стрелки, есть у меня одно видео, когда мы жарим стрелки с яйцом. Вот типа как омлет. Можно омлетом заливать, можно это. Тоже вкусно. Вот один раз можно попробовать. А на капусту мы посыпали здесь битые яйца, чтобы улитки не лезли на капусту. Но следующая болячка прицепилась, белокрылка. Вот если пошарудеть, они все полетели. Беленькие, беленькие, маленькие мошки. А когда поднимаем листик, мы видим, как они там сидят. Еще моя мама пробовала как-то и там и пеплом посыпать, но видим, что народные методы результата не дают, поэтому придется химией обработать сегодня. Морковь. Морковь неплохая уже. И лук завязался. У нас бабушка еще любит, поэтому стараюсь ей не мешать. Есть здоровье, пусть ходит. Вот. Главное, чтобы было здоровье. А персики... Это персик дичка я вам показала. Виноград сразу же лишнее, точно так же, как на калине. Все лишнее, что ушло, убираем. Слишком высокие ветки не должны быть. Это ихняя сила, поэтому оборвем. Некоторые уже завязываются, виноградинки, а некоторые еще цветут. Ну и, наверное, пройдем, посмотрю. Это мы проходим сейчас. Свекла красная. Друзья, Игорь меня спрашивал, почему я веду трансляции на русском. Да, друзья, мне, конечно, легче общаться на украинском. Это мой родной язык. И я на нем больше общалась. И даже когда жили в Хмельницкой области, потом мы приехали оттуда. Естественно, очень долго я переходила на русский, потому что Днепропетровск – это русскоговорящий город. Здесь много разговаривают и на украинском, но большинство на русском. Поэтому перешла, общаюсь только с родными на украинском. Мне, когда я перехожу на украинский язык, мне кажется, что я общаюсь с родными, только со своими. Если ко мне обращаются на русском, я, конечно, перехожу на русский. И большинство днепропетровцев тоже на русском говорят. Ну, еще почему я веду свой блог на русском? Потому что здесь есть автоматические субтитры. Я перевожу сразу же автоматически. YouTube переводит субтитрами. Затем я перевожу еще на 3 языка. Итальянский, английский и китайский. Китайский, конечно, выучить я, наверное, не смогу. А вот я поняла, когда переводишь субтитрами, ты иногда вникаешь и лучше запоминаются языки. Поэтому хочется выучить хорошо
общаться на английском. Не знаю, как насчет итальянского, еще пока не скажу. А французский хочу выучить. Вот такие планы, такие мечты, планы. Показываю вам капусту. Сегодня будем обрабатывать. Белокрылка. Вот. И покажу вам, друзья, арбуз или тыква. Мы садим возле пенечка абрикосы. Оставили метр пенька, здесь была абрикоса. И затем наша тыква закручивается на абрикосину, на этот пенек. И никому не мешает. И фасоль. Вот уже закручивается на сетку и пошла в высоту. Когда маленькие огородики, тогда придумываешь, как. Хочется всего насадить, все, чтобы было свое, оно вкусно. Ты знаешь, что без химии. Точно так же, что бросил, ты знаешь, то и сварил. Это та клубничка, которая была заболела. И я делаю рядочки. Усик повернула в ту сторону, куда я хочу, чтобы она росла. Вот мне надо, чтобы был рядочек. И поэтому я вот так усы и пускаю по рядочку. Арбуз. Посмотрим. Ну и пойдем на мои любимые розы. Проходим инжир. Покажу инжиренький. Прекрасный. Не пройдем мимо нашего помидора 1700. Наш помидор 1700. И рядом стоит тот, который мы посадили с рассады. Он более салатовый, этот более зеленый. Внизу помидоринок есть, помидор. Есть уже и помидорчик. Не вижу, показываю вам или нет. Вот так. О, есть уже плод на этом помидоре. И, наверное, есть и на этих уже. Сейчас найдем. Есть и на этих. Вот. Тоже есть. Посмотрим, если чуть побольше плоды. Побольше плодов я не вижу, но я надеюсь, что они есть. Как наша земляника. Варенье будет в этом году? Будем надеяться, что будет. Сегодня жара. Завтра еще тепло. О, нашла уже хорошие земляники. Показываю. А вот в камеру они смотрятся как зеленые. А в действительности спелые. Эту земляничку. И вот еще. Земляничку уже можно собирать. Есть земляничка. Начинает созревать. И идем, конечно, к розам. Смотрю, сколько я в эфире, чтобы не перегреть. Сейчас быстренько пока пробегаю, покажу смородинку. Начинает. Уже есть даже такие
черные ягодки пробегаю. Вот. И напоследок я, конечно, хочу показать свои розы. Черешни пробегаем. Уже надо съедать. Жара на них влияет. Друзья, хорошего вам дня. Кто не успел подписаться, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Хорошего вам дня.